Рад приветствовать вас, друзья, на нашем канале. Сегодня у нас экстренный выпуск, и мы начнем с, возможно, главной новости последних месяцев, а возможно и лет, это с нападения России на Польшу. Давайте рассмотрим, как все начиналось. Россия в своем репертуаре, как обычно, запустила по Украине множество дронов, и под атакой находились множество регионов Украины, но в этот раз дроны начали один за одним залетать на территорию Польши. Поляки подняли, как обычно, свою авиацию, рассчитывая, что это, как обычно, поодинокие дроны, не несущие угрозы. Но и тут оказалось все не так. По последней информации, всего в воздушное пространство Польши залетело как минимум 23 дрона и 1 ракета, и всего было сбито 4 дрона. Когда НАТО поняло, что это нападение, они подняли сразу 5 авиагрупп с разных стран НАТО на перехват. Было перекрыто сразу 4 аэропорта, в том числе и в Варшаве. И по странным обстоятельствам мировые СМИ в этот момент просто молчали и шокированно наблюдали, что будет дальше. Первым хоть с каким-то заявлением вышел Дональд Туск. Идет операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие. Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего. Далее представитель Совета министров сообщил: премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 8 утра. И, наконец, ближе к утру оперативное командование ВС Польши заявило о завершении операции в воздушном пространстве страны, куда ранее вторглись российские БПЛА. Судя по всему, разведки знали, что такая атака возможна. Атаки на Польшу Россия готовила еще с лета. Еще в июле в сбитых российских дронах в Украине находились сим-карты польских и литовских мобильных операторов. Об этом писали и открытые источники. То есть сигнал тревоги был давно, но теперь он материализовался. И какая же реакция Польши и НАТО? НАТО по запросу Польши применил статью 4 Североатлантического договора. Теперь Альянс может начинать консультации, созвав всех союзников, чтобы обсудить инцидент с дронами в Польше. Это не означает автоматического военного ответа. Вывод следующий. Агрессор понимает только язык силы, но НАТО и Польша ничего не продемонстрировали, чтобы остановить все это. Поэтому удары по Польше будут понемногу усиливаться и усиливаться, пока НАТО и Польша не ответят силой. А также этот прецедент заставляет задуматься о безопасности стран Балтии. Возможно, уже скоро и в странах Балтии будет происходить что-то похожее. Если ответа силой не будет, то за беспилотниками обязательно придет и живая сила врага с танками, артиллерией и малыми дронами. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.